Лукашенко готов выпустить Марию Колесникову, но ставит условия. Китай впервые прокомментировал северокорейские войска в РФ, а оккупанты скинули мощную бомбу на Купянск. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Польша собирается расширять Евросоюз, но за счет кого? Госдума не разрешала использование армии КНДР на своей территории. Механизмов юридических, которые обязывают хоть как-то реагировать на это, тем более вооруженными силами, безусловно, не предусмотрено. Сколько Россия потратила на выборы в Молдове? Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписаться на наши каналы и про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. Поехали! Количество пострадавших в результате обстрела Купянска термобарической бомбой 24 октября в четверг выросло до 11 человек. Одна женщина погибла, и количество пострадавших растет, сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По предварительным данным, по крайней мере по тем данным, которых известно на момент записи этого видео, противник использовал термобарический боеприпас ОДАБ-1500. Это российская термобарическая бомба, которая создает мощный взрыв за счет распыления и поджигания горючей смеси. При взрыве возникает сильнейшая ударная волна и высокая температура, что делает ее особенно разрушительной. Такой боеприпас способен поражать людей и технику на большой площади, включая даже тех, кто находится в укрытиях. Расширение Европейского Союза станет ключевым направлением для Польши во время ее председательства в блоке, которое начнется в январе, сказал премьер-министр Дональд Туск во время визита в столицу Сербии. Но когда Дональд Туск говорит про расширение ЕС, скорее всего, он имеет в виду как раз Сербию и Балканы, а не Украину и Молдову, хотя как знать. Расширение Унии Европейской. Расширение ЕС должно включать Сербию, потому что без Сербии не может быть полноценного Европейского Союза. Это трудный процесс, я знаю. Я знаю, что с обеих сторон есть разочарование. Не все понимают друг друга. Сегодня я нахожусь здесь, в Белграде, и позже я буду объяснять это в Европе во время нашего председательства. Нет никаких недоразумений или проблем, которые нельзя было бы решить в отношениях Сербии и ЕС, и которые стали бы препятствием для расширения, в том числе и для Сербии. Издание «Политико» раньше писало о том, что с началом председательствования Польши в ЕС с 1 января 2025 года, скорее всего, стоит ожидать новой волны антироссийских санкций. Молдовская полиция заявила, что беглый пророссийский бизнесмен Илон Шор в этом месяце перевел $24 миллиона, чтобы подкупить избирателей на президентских выборах и референдуме о вступлении в ЕС. Начальник полиции сообщил на брифинге, что Шор использовал российский Промсвязьбанк для перевода денег. Сам Шор свою вину отрицает. Важно также отметить, что когда мы говорим о 138 тысячах человек, которые были подкуплены, это не означает, что это точное число. Эта цифра включает в себя семьи, в которых один человек, которого мы идентифицировали, получал льготы и переводы, которые затем передавались второму или третьему члену семьи. По сути, я показываю вам переводы, которые были направлены непосредственно определенным людям, исключая возможных членов семьи, которые могли быть подкуплены таким образом. Только в течение октября полиции удалось задокументировать и приостановить деятельность ботов Telegram. 97 групп, в которых люди обучались и готовились к тому, чтобы иметь возможность использовать российский Промсвязьбанк для получения денежных переводов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла несколько дней назад о том, что результаты президентских выборов и референдума в Молдове о стремлении в ЕС были сфальсифицированы. Она также отвергла обвинения молдавских властей во вмешательстве России в голосование. Отправка северокорейских солдат на помощь России в войне против Украины сигнализирует о возможности перерастания конфликта в Третью мировую войну. Об этом пишет военный обозреватель Дэвид Акс для The Telegraph, отмечая, что грань перейдена и войска третьей стороны скоро могут появиться на фронте.
АКС предполагает, что другие страны могут последовать примеру КНДР. По мнению автора The Telegraph, растущая роль КНДР в конфликте может втянуть в него и Южную Корею. Хотя ранее Сеул не спешил поставлять оружие Киеву. Там растет обеспокоенность поддержкой России со стороны Пхеньяна, и Южная Корея усиливает помощь Украине. Южнокорейское вооружение, к слову, в том числе танки и артиллерия, одни из лучших в мире и могут вскоре появиться на поле боя. Теперь это глобальная война, потенциально мировая война. Очевидно, что российские лидеры и их союзники в Иране, Северной Корее и, в меньшей степени, Китае понимают ставки. Менее очевидно, что союзники Украины в НАТО понимают это. Однако АКС задается вопросом, осознают ли страны НАТО все последствия такой эскалации, так же, как это понимает Южная Корея. Он отмечает снижение поддержки Украины именно тогда, когда она наиболее необходима, и предполагает, что помощь Южной Корее может восполнить этот пробел. В то же время Украине не следует строить свою стратегию, полагаясь на то, что Сеул будет глубже понимать масштабы угрозы, чем страны НАТО, считает автор The Telegraph. Но для того, чтобы использовать войска другого государства на территории России по закону той самой России, за это должна проголосовать Госдума. Об этом говорит кандидат юридических наук Геннадий Дубов. Насколько мне известно, по российскому законодательству именно применение иностранных вооруженных сил на территории РФ требует отдельного решения Государственной Думы. И если мы вспомним 2014 год, если мы вспомним 2022 год, то даже применение вооруженных сил РФ на территории Украины они проводили через парламент. То есть там плюс-минус они пытаются выдерживать юридическую сторону этой ситуации. И то, что на сегодня есть только ратификация договора, но нет разрешения на использование иностранных войск, может говорить о том, что вполне возможно корейцы находятся на территории РФ действительно под флагом учений или под иными другими основаниями. И это пока, по крайней мере, на мой взгляд, дает больше оснований считать, что если они будут использованы, то не в качестве пехоты штурмовой и не будут принимать участие непосредственного в военных действиях. НАТО по Вашингтонскому договору обязуются, 32 страны обязуются защищать друг друга. Если речь идет про применение, например, корейских войск в Курской области или даже в отношении Украины, то это исключительно такой какой-то моральный аспект, но механизмов юридических, которые обязывают хоть как-то реагировать на это, тем более вооруженными силами, безусловно, не предусмотрено. В Китае впервые отреагировали на информацию об отправке северокорейских войск в РФ. Китай не в курсе ситуации. Что касается второго вопроса, то позиция Китая относительно украинского кризиса последовательна и ясна. И мы надеемся, что все стороны будут добиваться деэскалации ситуации и возьмут на себя обязательства по политическому урегулированию. Лукашенко готов рассмотреть прошение о помиловании Марии Колесниковой. Об этом он заявил в интервью журналисту BBC Стивену Розенбергу на саммите БРИКС. Александр Лукашенко сделал такое циничное заявление о ситуации с Колесниковой, когда журналист напомнил, что Колесниковой в заключении нет доступа к своей семье, нет допуска к ней. Лукашенко ответил, что ее родным может и неинтересно ее навещать. Марию Колесникову почему бы не выпустить? Колесникову? Да. У нас есть закон. Человек осознал свою вину. Если осознал, может, он внутренне не осознал, он обратился к президенту только, так как и у многих других стран, с просьбой о помиловании. Ну что ж, мы рассмотрим. Если будет такое обращение, я обязательно рассмотрю Колесниковой, как вы сказали, обращение. Но я не говорю, почему вы Колесникову выделяете? Вы говорите, что у меня миллионы в тюрьме. Ну, потому что у нее нет допуск к своей семье уже давно. Какой семье? А где ее семья? Вы хоть знаете, слушайте, я вас могу размазать, правда, извините за это слово, в своих средствах массовой информации, показав, что вы даже не знаете, что за семья. Притом, он попросил отец посетить ее. Это семья? Хотя она отца, наверное, до сих пор и не знала. Ну, наши журналисты вам расскажут, что за семья. Ладно. Попросил отец, пожалуйста, иди, он был. Мы даже вам показали кадры, как он встречался с ней. Ну, было, по-моему, в средствах массовой информации. Покажите Стиву это. Мы не против. Когда это было, да? Да.
Кто-то еще хочет из родных, близких посетить ее. Будет просьба, мы ее рассмотрим. Более 1,5 лет родные Марии Колесниковой не получают от нее писем. Независимые медиа сообщают, что почти все это время она находится в камере с тяжелыми условиями, без горячей воды и с постоянным запахом канализации. Из-за язвы желудка Мария не может питаться тюремной едой, а на покупки в магазине колонии ей разрешено тратить только 40 рублей в месяц. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. Ну а у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.